А еще можно, если преданные, есть возможность, то включайте, пожалуйста, видеокамеру, потому что как-то будет более живое общение. И Мата же тоже хочет, наверное, видеть живые лица, а не надписи. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Have the devotees done their homework? At least two of them have sent, Shashtanai Prabhu and Vladimir Prabhu has sent their homework. Okay. Маджи спрашивает про домашнее задание. Как вы помните, в прошлый раз было домашнее задание, вопросы были в чате. И вот Владимир Прабhu прислал, я вижу, в чат, и Шачтанай Прабhu ответ на вопросы. Okay, we can give them more time. I hope they, I mean, what did they say? They were happy to do the homework, the other devotees? Ну вот два преданных прислали. Мы надеемся, что другие сейчас тоже, может быть, дошлют, кто еще не сделал. Ну и вопрос такой, как вы... Устраивает вас такой формат, когда вот домашнее задание, насколько вы счастливы этим? Кто-то может поделиться. Ну, Yes, Prabhu. может быть, я поделюсь, то что это как бы, придает серьезность нашей встрече. Хочется как-то действительно изучать это, помогает и настраивать на серьезный лад. Что мы изучаем. It helps us to study Gita and it makes our study more serious. Hare Krishna. Haribol. Okay. So, shall we start? Yes. Okay. Может быть, можно попросить как-то не напротив окна? I think we have to start with text 31, right? I think we have discussed 31 last time. So 32 to 35. 32, yes. Okay. Kim no rajena govinda, kim bhogher jivitena va, yesham arte kankshitam no, rajyam bhogha sukani cha, ta ime vastitha yuddhe, pranam styaktva dhanani cha, acharya pitara putras, tataiva cha pitamahaham, matula swasura pautra, syala sambandhinastatha, etana hantumichami gnatopi madhusudana apitrailokya rajyasya heto kim nu mahikrite nihatya dhatarashrana ka priti sya janardana. О, Говинда, зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы? О, Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядя по матери, тести, внуки, зятья, шурины и другие родственники стоят передо мной, готовы расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня?
«О, хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на все 3 мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сновидей Дритараштри?» Комментарий Шрилы Прабхупады. Арджуна называет Господа Кришну Говиндой, поскольку Кришна доставляет удовольствие коровам и чувствам. Употребляя это важное слово, Арджуна хочет сказать, что Кришне должно быть известно, каким образом можно доставить удовольствие чувствам Арджуны. Но Говинда вовсе не обязан услаждать наши чувства. Однако, если мы будем стараться доставить удовольствие Говинде, то это само по себе принесет удовлетворение нам и нашим чувствам. В материальном мире каждый ищет чувственных удовольствий и хочет сделать Бога исполнителем своих желаний. Но Господь удовлетворяет желания живых существ только в той степени, в какой они того заслуживают, а не в той, в какой они хотят. Однако, когда живое существо ставит перед собой иную цель и старается доставить удовольствие чувствам Говинды, а не собственным чувствам, тогда, по милости Господа, оно получает все, что желает. Сильная привязанность к своему роду и членам своей семьи, которую проявляет Арджуна, в значительной степени вызвана его естественным страданием к ним, поэтому он не желает участвовать в битве. Каждый из нас хочет продемонстрировать свои богатства друзьям и родственникам, но Арджуна боится, что все его друзья и родственники погибнут в этой битве, и он, одержав победу, не сможет разделить с ними свои богатства. Такой образ мысли типичен для людей, ведущих мирскую жизнь. Но в духовной жизни все обстоит иначе. Поскольку преданный стремится удовлетворить желание Господа, он может по его воле стать обладателем несметных богатств, чтобы использовать их в служении Кришне. Если же это идет вразрез с волей Господа, преданный не возьмет себе ни гроша. Арджуна не желал убивать своих родственников, а если уж их необходимо было убить, он хотел, чтобы Кришна сделал это сам. Тогда Арджуна еще не знал, что Кришна, по сути дела, убил его сородичей задолго до того, как они собрались на поле боя. Единственное, что требовалось от Арджуны, это стать орудием в руках Кришны. Об этом мы узнаем из последующих глав. Будучи от природы преданным Господу, Арджуна не хотел мстить своим вероломным двоюродным братьям, но и гибель была уже предрешена Господом. Сам преданный никогда не мстит тому, кто причинил ему зло, но Господь воздает обидчику по заслугам. Господь может простить тех, кто оскорбил его, но он никогда не прощает тех, кто оскорбляет преданных. Поэтому Господь твердо решил убить нечестивцев, несмотря на то, что Арджуна хотел простить их. So, why did Arjuna address Krishna as Govinda? Почему Арджуна называет здесь Кришну Говинда? What does Govinda mean? Что означает это имя Говинда? Go means what? Что означает go? Преданный, можно микрофоны включать и отвечать. Тут подразумевается интерактивный формат. Okay, I will ask Givi. Who's Givi? Can you please Гиви Прабhu, answer? можете ответить? Givi Prabhu. Why did Krishna ask him as Arjuna? I mean, sorry, Govinda. Почему Арджуна называет Кришну Говинда? Может, кого-то еще спросить? Харе Кришна. Говинда тот, кто услаждает чувства. И Арджуна хотел, чтобы Кришна понял его и усладил его чувства. Govinda is one who gives pleasure to the senses. Arjuna wanted Krishna to please his senses. Yes, very good. And cow also, okay, senses. Yeah, here he is, actually it means the senses, but also go is meaning also cow. Да, го одно значение слова это чувство, и другое значение это корова. Тот, кто доставляет удовольствие чувствам и коровам. But what was wrong with that? What was wrong with Arjuna's calling him Govinda in this context? Но почему именно в этом контексте не очень уместно называть Кришну Говиндой? Может, надо имена называть прям сразу, как кто мог ответить. Имена не откликаются. Это просто, видимо, не на связи человек. Где-то, может, кто-то включил, вышел.
Арджуна хотел, чтобы Кришна мог его чувства усладить. Но в данной ситуации, ну, как его чувства были неуместные. It was not proper because Arjuna wanted Krishna to please his senses, but it was not appropriate in this situation. Mm-hmm. No, in any occasion, how do we fulfill our desires? Ну, и в этой, и вообще в любой другой ситуации, каков правильный путь исполнения наших желаний? Ну, мы должны ориентироваться на то, что хочет Кришна на самом деле. А чаще всего происходит, ну, мы ориентируемся на то, что хотим мы. Often we think of what is our desire, but we should first of all take into account Krishna's desires. No, that is true. But we also have senses, right? And how will our senses be satisfied? Ну, это так, но у нас тоже есть чувства, и как наши чувства могут получать удовольствие? Ну, через служение, когда Кришна доволен, когда мы что-то делаем для Кришны, мы тоже тогда получаем удовлетворение. Когда наши желания совпадают, и Кришна доволен. Through service, we can also feel satisfaction when our desires are aligned with Krishna's desires. Then our senses also become satisfied. Okay, that is on the spiritual platform. Yeah, completely. We don't have any material desires, right? Ну, это уже духовный уровень, по сути, вы описываете, когда нет вообще никаких материальных желаний. Yeah, but so then what happens? When you try to satisfy Krishna's senses, then what happens? Когда мы пытаемся доставить удовольствие чувствам Кришны, что тогда происходит? Но мы получаем удовлетворение тоже. Then we also feel some satisfaction. No, but Prabhupada is saying that all desires of the living entity are satisfied. It's not just satisfaction that Krishna is happy, but your own desires will also be fulfilled. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что все желания живого существа тоже исполняются. Не то, что оно довольно от того, что Кришна доволен. So, say, I mean, okay, we are not pure devotees. Maybe you have some material desires, okay? Мы, может быть, нечистые преданные, наверняка у кого-то еще остаются какие-то материальные желания. But then you are only considering what does Krishna want. И представьте, что вы думаете только о том, что хочет Кришна. Then, even without your asking, Krishna will make you completely happy and satisfied. All your desires will be fulfilled. И тогда вам даже не нужно будет просить об этом Господа. Он и так будет знать, что вам необходимо, и все ваши желания будут исполнены естественным образом, и вы будете счастливы. So that is why it is not good to simply meditate on your desires. Вот почему не имеет никакого смысла думать только об исполнении своих желаний. I mean, karmis, materialistic people, what do? They go to the Lord and ask him for this, for the fulfillment of the desires. Люди мирского склада обычно обращаются к Господу и просят Его, чтобы Он исполнил их те или иные материальные желания. But aspiring devotees who have material desires, but they don't want to have material desires. Но начинающие преданные, даже если у них есть материальные желания, они не хотели бы, чтобы у них были эти желания. But, and then they ask Krishna, okay, whatever may be my desire, I want to do what you want. И они обращаются к Кришне же в другом настроении. Они говорят, может быть, мне хотелось бы вот этого, но я, Кришна, хочу делать не то, что мне хочется, а то, что тебе хочется. Then you'll find that the way that Krishna wants will satisfy your desires completely. И потом преданный приходит к пониманию того, что если он действует так, как хочется Кришне, то и через это его собственные материальные желания тоже в полной мере удовлетворяются.
So even if you have material desires, for the fulfillment of it, we have to surrender and do the way Krishna wants. Поэтому даже если у вас есть материальные желания, для того, чтобы удовлетворить их, нужно предаться Кришне и исполнять его волю. And then, of course, pure devotees, their only desire is to make Krishna happy. Ну, а если говорить о чистых преданных, то у них, да, единственное желание — это видеть Кришну счастливым. They don't even want happiness for themselves. Они не хотят счастья для себя. But Krishna makes them happy. Но Кришна делает их счастливыми. And Krishna wants to serve them. И Кришна сам хочет служить им. So pure devotee is also satisfied by pleasing Krishna, and an aspiring devotee is also satisfied by pleasing and serving Krishna. Поэтому и чистый преданный получает удовлетворение от служения Кришне, и начинающий преданный тоже. Right? Because when you are trying to serve Krishna, Krishna will make so many arrangements for his service, which will be dovetailing your desires also. Это происходит таким образом, если вы хотите удовлетворить Кришну и служите Ему, то Кришна таким образом устраивает ваше служение, что параллельно и ваши желания тоже исполняются. Like Tamal Krishna Maharaj, he was saying that how before he became a devotee, he had a great desire to go visit China. Тамал Кришна Махарадж рассказывал, что еще до того, как он стал преданным, у него было очень сильное желание побывать в Китае. And then, of course, when he became a devotee, then he became very busy serving Prabhupada's desires, И потом он Krishna's desires. стал преданным, очень активно включился в служение и всего себя посвятил выполнению желаний Шрилы Прабхупады и Кришны. And then out of the blue, one day Prabhupada called him and said that, no, I don't want you to, I want you to go to China. Потом совершенно неожиданно в какой-то момент Шрила Прабхупада сказал мне: хочу, чтобы ты ехал проповедовать в Китай. And for a moment he thought, why China? I'm very happy preaching here in the US. И в какой-то момент так это повергло его в смятение, он подумал, какой Китай, мне и в Америке неплохо проповедуется. But he surrendered to Prabhupada. Но он подчинился воле Шрилы Прабхупады. And he realized that actually Krishna was fulfilling his deep desire to visit China earlier. Он понял, что Кришна исполнил это его давнее желание съездить в Китай. But he dovetailed it with his, service. Но только в этот раз это желание уже было связано исполнение этого желания было связано с служением Кришне. So that, it is elevating and not just sense gratification. И это желание, оно уже не к чувственным удовольствиям вело, а к возвышению души. And so here Prabhupada says, since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: поскольку преданный стремится удовлетворить желания Господа, он может по его воле стать обладателем несметных богатств, чтобы использовать их служение Кришне. Если же это идет вразрез с волей Господа, преданный не возьмет себе ни гроша. And Prabhupada actually, showed it by his own example. И Шрила Прабхупада следование этому принципу демонстрировал на собственном примере. After he took sannyas, he was living very simply in Radha Damodar Mandir in a small room. После принятия саньяса Шрила Прабхупада жил очень скромно в маленькой комнатке в храме Радхи Дамодары. And he was very happy, just writing the books and praying to Krishna. Он был полностью удовлетворен, он писал книги, молился Кришне. But when he went for preaching to the US and to the West and many countries, he got such huge palatial places. Позже он начал проповедовать на Западе, и у него появились там роскошные помещения, дорогие храмы. So he accepted those also for the service of Krishna. И он тоже это принял в служении Кришне. So, we have to have that faith that if I surrender to Krishna, then even if I have material desires, they will also be fulfilled.
You should not doubt Krishna. У нас должна быть вера в то, что если мы вручим себя Кришне, то даже если у нас есть какие-то материальные желания, они будут исполнены, поэтому не надо сомневаться в Кришне. And surrender to Krishna means whatever Krishna decides, that's okay with me. Вручить себя Кришне означает, доверить свою судьбу ему, то есть как он решит ей распорядиться, так хорошо. So if that is what Prabhupada explains, that okay, Krishna is gives pleasure to the senses, that's why it's called Govinda. But how he is pleasing, how to make him please our senses, this is the method. И Шрила Прабхупада говорит здесь, Кришну называют Говинду, потому что он доставляет удовольствие чувствам, но то, каким образом это происходит, это уже относится к методу преданного служения. Yes, anyone wants to comment? Может быть, кто-то хочет or any questions or comments on this? Задать вопрос или как-то прокомментировать уже сказанное. У меня вопрос, Нитянанда Сварупа. Какие качества Према Падмини нужно иметь, чтобы Кришне себя вручить? Потому что даже какие-то давние тайные желания, когда Кришна действительно реализует в связи с преданным служением, иногда возникает страх, потому что это может быть очень сильным действием, и это может идти вразрез с твоей, казалось бы, обычной материальной жизнью. Поэтому какие качества нужны, чтобы вручить себя Кришне? What qualification should we have to surrender to Krishna? Because sometimes Krishna is fulfilling our dormant and hidden desires, and we may become afraid of that because it significantly impacts our material life. That Krishna knows. We are all the time trying to remove our material desires. We should not think, oh, this is a good proposition, all my material desires will be fulfilled. Ну, тут нужно полагаться на волю Кришны, потому что Кришна лучше знает, а не то, что мы думаем, о, какое заманчивое предложение, так, у меня очень много материальных желаний, сейчас Кришна их все будет исполнять. But still, if we have those desires which are not going away, then Krishna knows how to give it in such a way that you will not fall down if you're a sincere devotee. Then Krishna takes charge and he says that he will give it in such a way that it will not make you fall down or forget him, but to actually help you in serving him more. Но, тем не менее, даже если при таком умонастроении у нас остаются какие-то материальные желания, то Кришна может устроить так, что эти желания исполнятся, но это нас не приведет к падению. You see, in the case of Kardama Muni, what happened? He was a very sincere soul and he really wanted to go back to Godhead at the end of his life. Возьмем, к примеру, Кардама Муни. Он был очень искренней душой и очень хотел вернуться к Богу в следующей жизни. And he had a desire somehow to get married first. Но у него также было желание обзавестись семьей. But he didn't demand that from Krishna. Но он не требовал этого от Кришны. He just surrendered. Он просто вручил себя на волю Кришны. And Krishna personally came in front of him and told him that I know that you have this desire. И Кришна лично предстал перед ним и сказал, я знаю, что у тебя есть такое желание. And Krishna said, I myself have chosen a girl for you. И Кришна сказал, я сам лично уже нашел тебе невесту. And he gave him Devahuti, who was of a similar mentality and actually helped him to serve the Lord. И дал ему в жены Девахути, у которой было такое же умонастроение, которое помогло ему в дальнейшем служить Господу. And also their material life was very smooth and without much problem. Very easily they got that. И материальная жизнь тоже у них очень шла гладко и без каких-либо проблем. So this is what we need to have faith in Krishna. Поэтому у нас должна быть вера в Кришну, это главное. And we must only try
that I should keep doing what Krishna wants. That's only good for me. И надо думать о главном, о том, что мы будем делать в исполнении желания Кришны, и надо, чтобы было понимание того, что это принесет нам благо. Okay, I just, is that okay? Это отвечает на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Yes, thank you. Okay. And how do we, application question, how do we normally relate with Govinda? Do we satisfy his senses, or we wish that he will satisfy our senses? Как у нас строятся наши отношения с Говиндой? Ждем ли мы, что он будет удовлетворять наши чувства, или же мы сами стремимся доставить удовольствие его чувствам? It's difficult, right? It goes from case to case. Sometimes we are tempted that things should go the way I want, maybe even in devotional service. Вопрос очень непростой, и в разных ситуациях на него, может быть, по-разному можно ответить, потому что иногда нам хочется, чтобы все было по-нашему в преданном служении. And with that, what happens when we want Krishna to fulfill our desires? Then what happens? И когда мы хотим, чтобы Кришна исполнял наши желания, что тогда происходит? Great mental anxiety. Начинается беспокойство ума. But rather we say, I will agree, because we want Krishna to agree with us, and we don't know whether he's agreed with us. Мы хотим, чтобы Кришна принял нашу точку зрения, но мы не знаем наверняка, согласен он с нами или нет. But it's easier for us to agree with him. И поскольку мы наверняка не знаем, проще нам согласиться с ним, то есть принять его точку зрения. Then we are together, right? Тогда мы точно будем с ним на одной стороне. And we know that Krishna will take care in every way once he's happy with us. Мы можем быть уверены, что если Кришна доволен нами, то он позаботится о нас во всех отношениях. So, I mean, everybody starts like that, and that is why when we read the Bhagavad Gita, the way Krishna preaches to Arjuna, then we will become ready to surrender to Krishna's desires. В любом случае, у всех духовная жизнь начинается вот с такого настроения, что мы ждем, что Кришна будет соглашаться с нашим мнением, но все потом проходят путь такой же, как Арджуна, и в итоге предаются Кришне. Yes, any questions or comments? Есть ли какие-то вопросы или дополнения? Ну, получается, что если не исполняются вот долго, допустим, то это означает, что Кришна специально не дает, чтобы мы не деградировали, вот, и у нас не хватает качеств, чтобы мы это использовали в служении. If we have some long-standing desires and they're not being fulfilled, does it mean that Krishna is not willing to do that? It would not be beneficial for us, or we don't have the qualification to utilize those desires in Krishna's service? Krishna is purifying us before fulfilling. Прежде чем исполнить какие-то наши желания, Кришна нас очищает. Because we must use, when we get it, if we are not qualified, we are not pure enough, then what we will do is we'll use it only for sense gratification. Даже если мы недостаточно чисты, и Кришна исполнит наши желания, то вот эти вот плоды, которые мы получим, мы будем использовать ради собственного удовольствия. Or we may become very puffed up and proud. Или же мы можем впасть в гордыню. And that is why Chaitanya Mahaprabhu said that if you chant Hare Krishna mantra, then gradually everything will come, even peace and prosperity, even material things.
Вот through почему chanting Hare Krishna. Чайтанья проповедовал, что если мы будем повторять мантру Харе Кришна, то постепенно к нам придет все, включая мир и процветание. See, people like to want it immediately, like when you go to demigods, then, you just do some austerity and then they immediately give something, then they're very happy. Проблема в том, что люди хотят все здесь и сейчас, поэтому они поклоняются к полубогам. Там все просто. Какую-то аскезу совершил, и тут же приходят плоды. But then most of the times when we get it like that, very quickly, very easily, without purification, then we just become, materially infatuated with ourselves and we do all sinful activities. Но если бы нам все доставалось очень легко, без какого-то предварительного очищения, мы просто были бы поглощены собой и погрязли бы в материальных удовольствиях. But with Krishna, we can be very safe. We can be happy and know that whatever Krishna gives will be good for me. Но когда мы вместе с Кришной, мы в безопасности, и мы знаем, что Кришна делает то, что для нас благо. Anyone wants to share their experience? Может быть, кто-то хочет своим жизненным опытом в этой связи поделиться? Харе Кришна, я хотела бы спросить, все равно наши желания в какие-то рамки сознания Кришны должны в какой-то момент прийти, но просто странно было бы ожидать исполнения наших желаний от Кришны, тех желаний, которые, явно мало связаны с сознанием Кришны, с каким-то духовным прогрессом. То есть определенный этап очищения должен произойти, прежде чем от материальных желаний, каких-то таких, уж совсем грубых, и тонких тоже, прежде чем Кришна начнет их исполнять. Это вопрос, да? Я правильно понимаю? Да, это вопрос, да. My question is it so that our material desires which we may expect to be fulfilled by Krishna should also be within some limits of Krishna consciousness, because otherwise there may be some weird desires, subtle or gross desires, which are not compatible with Krishna consciousness, and still we need that purificational stage. Yes, of course, mode of ignorance he will not satisfy. Ну, конечно, желание в гуне невежества Кришна не будет исполнять. Only mode of passion and good. Только желание в гуне страсти и благости. Mode of passion means which are, mode of ignorance is weird, but mode of passion is, anyway, Krishna knows how to purify and then give. Because mostly those who are demoniac, they don't go to Krishna. Only demoniac people have weird desires. Но вот эти вот желания в гуне невежества, такие какие-то совершенно дикие желания, они, как правило, присущи людям демонического склада, а такие люди не предаются Кришне. Вот, что касается тех, кто предается Кришне, у них обычно желание в гуне страсти, но Кришна знает, как очистить эти желания. And then when we come to Krishna consciousness, we start chanting, those kind of negative or mode of ignorance desires get purified. И когда мы встаем на путь сознания Кришны, даже если у нас есть какие-то желания такие очень грубые, в гуне невежества, как правило, благодаря повторению Махамантры мы избавляемся от них. So mode of passion is a little more elevated. Гуна страсти — это уже такой сравнительно более высокий уровень. So Krishna can fulfill them also. Krishna fulfills after purifying us a bit. И почистив нас немного, Кришна потом, как правило, исполняет эти желания в гуне страсти. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна.
We'll go to the Нитянанда next. Сварупа. Прабал задает вопрос в чате, я его сейчас вам прочту. Разве исполнение наших материальных желаний зависит не от нашей кармы? У него микрофон не работает. Prabal Prabhu is asking a question. His mic is not working. He typed it in a chat. And his question is, isn't it so that fulfillment of our material desires depend on our karma? Yes, depends upon our karma until but say our karma is not so good, but we have the desire, then if you surrender to Krishna, even if it was not your karma, Krishna can give it to you. Да, конечно, исполнение материальных желаний зависит от кармы, но, предположим, у кого-то кармы хорошей не хватает, чтобы материальное желание его исполнилось, но если он предастся Кришне, то Кришна может так устроить, что это желание исполнится, хотя карма и не позволяет. I knew a devotee. He was a very good devotee. He was a preacher. And he was first married. Before his marriage, before coming to Krishna consciousness, he had many girlfriends. Я знавал одного преданного, очень хороший преданный, очень такой сильный проповедник. И до того, как он стал преданным, у него было много подружек. And then when he became a devotee, he at least decided, I'll settle down and I'll marry a devotee. Потом он стал преданным, он решил как-то остепениться и решил жениться на преданной. But then because of his excessive mode of passion, he chose a materialistic girl. Being married to a devotee or? No. First he said he'll want a devotee, but okay. Then he preferred to marry a materialistic devotee. Ну, точнее, он Not devotee, materialistic person. Не женился на преданной, он, став преданным, подумал, что хорошо бы на преданной жениться, но поскольку все-таки в нем гуна страсти бушевало, он в итоге женился на кармической девушке. Because he gave more importance to looks and money and all that. Потому что у него в приоритетах была там внешность, богатство невесты и все такое. And then what happened was the marriage did not work out well because that girl turned out to be crazy. Брак был неудачный, там вообще выяснилось, что эта девушка, у нее с головой не в порядке. And after that, the astrologer said there is no hope for you getting remarried. Он пошел к астрологу. Астролог ему вообще сказал, что у тебя нет никаких шансов на какой-то другой еще брак, кроме этого. And so he was actually trying to be fully focused. He's a very good preacher, and he was trying to focus his mind just on preaching. При этом преданный уже состоялся как такой очень сильный проповедник, и он решил полностью просто посвятить себя проповеди, на этом сконцентрироваться. But of course, that desire was there in his heart to get married. Конечно, желание вот еще раз жениться, оно у него было в сердце, оно никуда не делось. And so, even though there was his karma, it was not there for him to get married, but because he was very sincerely serving, he found a person, a devotee, very nice devotee, and he got married. And what happened to his first wife? And that was divorced. She divorced him. Но у него по карме, вот согласно астрологической карте, не было никаких шансов на хороший второй брак, но поскольку он полностью посвятил себя служению Кришне, в какой-то момент он развелся со своей первой женой, и потом он встретил преданную, хорошую, и вот они поженились. So our karmas keep changing when we do devotional service. Поэтому преданное служение на самом деле меняет нашу карму. Okay, very good. The next verse. Text 36. Papam evashrayedasman hatvaitan atatayina. Oh, Prabal, Mataji is saying something? Just trying to say something. Кто-то что-то хотел сказать, да?
Нет, Прабхал написал спасибо. No, Prabhu typed thank you. Okay. Papam evashrayedasman hatvaitan atatayina tasman narhavayam hantum tatarashran sabandhavan svajanam hi katam hatva sukina shyama madhava. Текст 36. Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Поэтому нам нельзя убивать сыновей Дритараштры и своих друзей. Чего мы добьемся этим у Кришна, супруг богини удачи? Как может смерть родственников принести нам счастье? Комментарий. Веды выделяют 6 видов преступлений, заслуживающих суровой кары. Это первое — попытка отравления, второе — поджог дома, третье — покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия, четвертое — ограбление, пятое — захват чужих земель и шестое — похищение чужой жены. Тех, кто совершает эти преступления, нужно уничтожать на месте, их убийство не запятнает человека грехом. Обыкновенный человек вправе убить такого преступника, но Арджуна не был обыкновенным человеком. Он обладал всеми качествами святого и хотел обойтись преступниками как святой. Но кшатрию не подобает проявлять такую святость. Тот, кому доверено управлять государством, разумеется, должен быть праведным человеком, но ему не позволительно быть малодушным. Господь Рама, например, был столь благочестив, что люди до сих пор мечтают жить в царстве Господа, Рама-Раджи. Однако Господь Рама никогда не проявлял малодушия. Равана нанес Раме тяжкое оскорбление, украв его жену Ситу, но Господь Рама как следует поручил его, преподав ему урок, равных которому нет в истории. Необходимо учесть, однако, что среди тех, кто грозил смертью Арджуне, были его дед, учитель, друзья, сыновья и внуки. Поэтому Арджуна считал, что их нельзя наказывать так же беспощадно, как обычно наказывают преступников. Кроме того, святым надлежит прощать нанесенные им обиды. Для них подобное предписание гораздо важнее политических соображений. Вместо того, чтобы убивать своих сородичей по политическим мотивам, думал Арджуна, лучше простить их в соответствии с принципами религии и морали. Он считал, что убийство родственников ради приходящего материального счастья не принесет ему ничего хорошего. В конце концов, царствование и радости, которые оно сулит, не вечны. Так чего же ради он будет убивать своих сородичей, рискуя лишиться жизни и возможности навсегда освободиться от материального рабства? Примечательно, что Арджуна называет Кришну Мадавой, супругом богини счастья. Тем самым он хочет сказать Кришне, что как супруг богини счастья, он не должен побуждать его браться за дело, которое в конечном счете принесет ему одни несчастья. Но Кришна никогда и никому не приносит несчастья, в особенности своим преданным. So this is the second excuse of Arjuna. The first one, in the previous verse, he was saying that he will not be able to enjoy if he fights the war, and all the people for whom he, with whom he can enjoy will no longer be there. В этом стихе мы видим второе оправдание Арджуны. Первое было в предыдущем стихе, где он говорил, ну как же мы сможем наслаждаться царством, если все, ради кого мы могли бы жить счастливо, погибнут в этой войне. А в этом стихе второе у него оправдание. And the second excuse he is giving us that he will get sins by killing his own family people. Оно заключается в том, что убив своих родных, Арджуна запятнает себя грехом. So what are the, according to Shastras, when can we attack people? В шастрах упомянуты разные виды преступлений, которые заслуживают суровой кары. Кто может назвать эти виды преступлений? Попытка отравления, покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия, ограбление, захват чужих земель и захват чужой жены. 6 kinds of aggressors are poison giver, one who sets fire to the house, one who attacks with deadly weapons, one who plunders riches, one who occupies another's land, and one who kidnaps a wife. Okay, so why did Arjuna say that he still didn't want to attack them? What was the excuse he gave?
И почему Арджуна все равно вот на виновных в этих преступлениях не готов нападать? Какое он оправдание приводит? Because anyway, they did all of these for the Pandavas. The Kauravas, you know, when when the Pandavas were small, Duryodhana tried to poison Bhima. На самом деле Кауравы вот все эти 6 преступлений совершили. Когда Кауравы и Пандавы были еще детьми, Дурьотана пытался отравить Бхиму. And then Duryodhana built a very nice house made of wax and asked the Pandavas to stay there for a holiday, and he set fire to the house. Потом позже Дурьодхана приказал выстроить дом из горючего материала, пригласил туда погостить пандавов и поджег этот дом, чтобы они сгорели вместе с ним. And then they also attacked them with deadly weapons once, you know, the Kauravas. They attacked the Pandavas with dead weapons also. Также был эпизод, когда Кауравы покусились на жизнь пандавов с использованием смертоносного оружия. And then they plundered their riches. They took away their entire kingdom. Кауравы грабили пандавов, они, по сути, отобрали у них царство. And then they occupied their land. Но они захватили их землю. And they also tried to misbehave with their wife. И они также попытались дурно обойтись с женой пандавов. In fact, it was as good as kidnapping because they said that now Yudhishthira has sold you. Now you belong to me. То, что они сделали, было фактически равносильно похищению. Друпади, они сказали, Юдхира тебя продал, поэтому теперь ты наша. So even if one thing somebody has done to you, then you're entitled to attack them. But here, all 6 ways they had, given them trouble. И вот согласно Ведам, за одно, любое из этих преступлений можно лишить преступника жизни. Они совершили все 6 видов преступлений, и тем не менее Арджуна отказывается вступать с ними в сражение. And still, why did Arjuna say that, I'm not ready to kill them? Почему Арджуна отказывается и говорит, что не готов он их убить? Но он был еще на платформе ума, у него была сильная привязанность к ним, вот. А духовный разум у него был фактически отключен, слаб. He was on the mental platform. He was too much attached to his relatives and friends, and he did not use his spiritual intelligence at that moment. Yes, but materially he gave some excuse for this. Это так, но смотрите, он приводит какое-то материальное оправдание такому своему поведению. В этот момент представление о счастье материальное, о счастье, которое он может получить от отношений с родственниками, от материальных богатств, и убив их, он не понимает, какое благо он получит. His excuse is that he is very fortunate to have relations with all these people, and if he kills them, he is not sure that this will be beneficial for him. Can you repeat again? She said what? He says that he has the fortune of being connected with all those people whom he is supposed to kill, and if he will kill them, it will not give him any benefit. Yes, he is saying that it will be sinful to kill your own people. Да, по сути, он говорит, что это грех убивать своих близких. Okay. And also, Arjuna was, quoting higher shastras. Though for a materialist, it's all right to attack when somebody, causes harm to you. But the higher shastras, they say that it is better, it's best to forgive even those who attack you.
И кроме того, Арджуна как бы ссылается на шастры более высокого уровня, потому что шастры для людей мирского склада предписывают наказывать преступников, как было описано здесь, но шастры более высокого порядка предписывают прощать. Okay, so there are both the injunctions given in the Shastras. And Arjuna is taking the higher one and saying that I want to be like a saint and then forgive them. То есть в шастрах есть и такие указания, и такие. И Арджуна выбирает то, что для святых людей написано, и говорит, я как святой человек их хочу простить. And how did he cleverly address Krishna as Madhava? Why did he address? И при этом он называет Кришну Мадавой. В этом есть подтекст определенный. Какой именно? Богиня счастья, богиня удачи. Madhava is the husband of the goddess of fortune. Okay, and what does the goddess of fortune do for us? И чем мы обязаны богине счастья, что она для нас делает? Goddess of fortune means she gives good fortune to everyone, right? Богиня счастья или удачи — это та богиня, которая приносит всем счастье и удачу. So by calling him husband of the goddess of fortune, what is he trying to hint to Krishna? И когда Арджуна обращается к Кришне как к супругу богини счастья, какой намек он делает Кришне тем самым? Ну, намек дает Кришне, делает, что Кришна его толкает на те действия, которые не принесут ему счастья и еще и греховны. И ну вот в этом... Arjuna's hint is that Krishna, being the husband of the goddess of fortune, is pushing him to do some things which may bring misfortune and are sinful besides. Okay, so he should not do that, right? Because he is Madhava. Да, и он таким образом намекает, что ты, Мадава, не должен так делать. Okay. Are we able to, application question, are we able to forgive people, even those who may have harmed us for the sake of Krishna consciousness? Вопрос на применение. Can you repeat it, please? Are we able to forgive people, even those who may have harmed us for the sake of Krishna consciousness? Способны ли мы простить людей во имя сознания Кришны, даже если они причинили нам вред? For the sake of Krishna consciousness, it means, can we forgive them for the sake of Krishna consciousness, right? Yes, yes. Mm-hmm. Ну, я думаю, что способны по нескольким причинам. Если у нас есть цель служения Кришне и быть в миссии Господа Чайтани, если у нас связь есть с Прабхупадой, с Шрилой Прабхупадой, с Парампарой, и если мы верим в то, что Кришна нас защищает, и Он сам находит способы, как разобраться. I think we are able to do it for the service of Krishna in the mission of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. Говорите покороче, ладно, я теряю уже начало фразы. Ага. Okay, very nice. We will be tested, and the thing is, when we forgive, the person who benefits most is ourselves. Да, на этом пути нас будет ждать испытания определенные, и когда мы прощаем другого человека, то из нас двоих наибольшее благо получаем мы. Because we don't have that hard feelings and anger
Почему? Потому что мы избавляемся от таких гнетущих чувств и гнева. And also, Krishna is very happy because we understand that everything is controlled by him and we leave it to him. We don't wish any harm for others. Ну и также Кришна становится доволен, потому что он видит, что мы понимаем, что он все контролирует, и мы не желаем зла никакому другому живому существу. But of course, Krishna may not forgive them. That's another thing. Но другой момент, что Кришна-то как раз может не простить наших обидчиков. So we leave it to Krishna to decide what to do. Но мы оставляем это Кришне уже на его усмотрение. And then we have an exalted devotee like Haridas Thakur. What did he do? У нас есть пример такого возвышенного преданного, как Харидас Такур, как он поступал с своими обидчиками. So Haridas Thakur, like, you know, when he was being beaten up in the 22 marketplaces, and he was only praying to Krishna, please forgive them. Когда его били на 22 базарных площадях, он молился за своих мучителей, просил Кришну, чтобы Кришна простил их. So not only was he forgiving them, but he was also praying to Krishna that please don't do anything to them. Don't punish them. Он не только сам их простил, он молился за них Кришне и просил Кришна, пожалуйста, не наказывай их, ничего им не делай плохого. So Krishna really couldn't do anything. И Кришна, по сути, был связан по рукам и ногам. So instead, he came and, you know, in an invisible form, he covered Haridas Thakur's back so that he didn't feel any pain. То есть Кришна He took all the pain. не мог никак эту ситуацию предотвратить. Единственное, что ему оставалось, он в невидимом облике пришел туда и заслонил собой спину Харидаса Такура и принял на себя все эти побои. So that is a very, very exalted way of seeing things. Таково видение возвышенных преданных. But at least we can try by wanting to please Krishna, and then so we forgive. Sorry, can you paraphrase it? We can at least not wish harm for people who may have harmed us. Что касается нас, то, по крайней мере, мы можем хотя бы не желать зла нашим обидчикам. But sometimes we may have to take up something in order to protect ourselves or others. We may have to be a little stern or, you know, maybe do something, not physically attack, but maybe take some strong steps to protect ourselves and others. Но иногда нам приходится принимать какие-то меры против обидчиков, конечно, не на физическом уровне, но какие-то жесткие меры иногда приходится принимать, чтобы защитить себя и других от такого человека. But it should be done in the idea that I'm hating the sin and not the sinner. Но даже в этом случае мы должны ненавидеть грех, а не грешника. And that's why devotees always try to give Krishna consciousness to even people who try to harm them, right? А так преданные обычно всегда стремятся проповедовать сознание Кришны даже тем, кто хочет причинить им зло. Can you share any instances where you've seen this kind of forgiveness? When you have seen or when you have yourself... Yeah, anything. Whether you yourself have done or somebody else has done. Можете ли вы привести примеры, когда или вы такое всепрощение демонстрировали, или когда вы были свидетелем того, как кто-то другой демонстрировал такое всепрощение?
in Islamic countries, even say somebody has been murdered, even if, in the family members, they have something called, they can go to court and say, okay, I forgive this criminal, this person who has done the crime. And if the family members forgive, then that person is given pardon by the court. По законам, которые действуют в мусульманских странах, если человек убил кого-то из вашей семьи, и вы в суде говорите, что вы прощаете этого человека, к нему не имеете претензий, то тогда убийцу не накажут. So this quality of mercy and compassion is coming from Krishna. Так что это качество всепрощения и сострадания, оно исходит из Кришны. We don't have to wait for big things to forgive. Many times people may be hurting our ego. Right? Конечно, для того, чтобы продемонстрировать всепрощение, не обязательно дожидаться какой-то очень тяжелой ситуации. Часто даже в каких-то мелочах можно его демонстрировать, то есть очень часто кто-то ранит наше эго. Many times it is a subtle kind of harms that we face. То есть довольно часто нам так вредят по-мелкому. And then we feel very, very bad, upset about it. И нас это очень расстраивает. And at such times, we should take steps to protect ourselves. И в таких ситуациях нужно принимать какие-то меры, чтобы защитить себя. But without hatred and anger on the person who is causing that pain. Но это не должно приводить к тому, что мы будем чувствовать ненависть и гнев к нашему обидчику. Okay. Yes, is that true? Do you agree with it? Вы согласны с этим? Да, можно вопрос спросить. Что делать, если вот возникают эти чувства так или иначе, то есть как с ними? Что с ними делать, да? Да, что можно с ними сделать? Shachna Prabhu is asking that if we still feel that hate, what to do with that feeling or how to control it? That can only happen through our getting spiritual consciousness. Справиться с этим можно только благодаря духовному сознанию. Because when we understand that people, maybe it was karma. I have done something to them in the previous life, so they are doing something back to me. Можно думать о том, что это наша карма, может быть, я этому человеку в прошлой жизни плохо сделал, и сейчас мне это возвращается. See, whatever we get, it is because some way we deserve it. Something we have done to deserve it. Если с нами что-то случается, это значит, что чем-то мы это заслужили в прошлом. So sometimes we can give punishment because it is the correct thing to do. Иногда это уместно наказать обидчика. But we have to overcome the feelings. For example, in the case of Dhruva Maharaja. Но вот с этим чувством ненависти надо что-то делать, как, к примеру, в истории с Dhruva Махараджем. His brother was killed by the yakshas. Его брат был убит якшей. And he was very upset, and he was about to, he attacked them very severely. Dhruva был очень разгневан и с ужасной яростью напал на якшей. And he was about to wipe out, he was fighting, he was killing them, so many of them, that it seemed as if all the yaksha race only will be, finished. И он убивал якшей
одного за другим, и выглядело так, что он скоро вообще истребит весь род Якшей. And Swayambhu Manu came and reminded him, okay, you wanted to show some little anger, you've done that. You don't have to kill everyone for one or two people's, one person's fault. He killed your brother, you don't have to wipe out the entire race for that. И тогда был вынужден к нему явиться Сваямбхува Ману и сказал: ты хотел дать выход гневу, но это достаточно. Убили с твоей стороны только одного брата. Это не значит, что теперь должен вырезать вообще весь род Якшей. And then, of course, he reminded him about the controller. Supreme person is controlling everything. Мне Сваямбхува Ман напомнил Друве о том, что Высший Вседержитель, он управляет всем. And about karma and other things. Проповедовал ему о карме и о других вещах. So then Dhruva Maharaja stopped. He agreed and he stopped fighting with them. Dhruva Махараджа согласился с Ману и остановил истребление Якшей. So, I mean, if you ultimately, it is this knowledge, the spiritual knowledge, which makes us, forgive. Поэтому основа для прощения — это духовное знание. That I'm also in some way responsible because I've done some bad karma. Понимание того, что я тоже в чем-то виноват, раз вот моя дурная карма выходит таким образом. And the only way to remove that bad karma is by chanting and becoming more sattvic. И единственный способ избавиться от этой духовной кармы — это святое имя и более благостный образ жизни. By hurting or harming the other person, my karma is not going to change. От того, что мы навредим другому человеку или накажем его, наша карма не изменится. And we have faith that Krishna knows how to take care of that person's karma. Кроме того, мы должны верить в то, что Кришна как-то позаботится о карме этого человека. Yeah, okay. Thank So you. go to the next verse. 37 to 30. Yadi api etena pashyanti lobopahata chetasa kulakshaya kritam dosham mitra drohe cha patakam katam na gneyam asmabhi papad asman nivartitum kulakshaya kritam dosham prapashyadbhir janardana. Стихи с 37 по 38. О Джанардана, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в распрях с друзьями, но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействе? Комментарий. Кшатуру не подобает отказываться от участия в битве или в азартной игре, если соперник бросил ему вызов. Поэтому Арджуна не мог уклониться от сражения, он должен был ответить на вызов Дурьодханы. В связи с этим Арджуна думал, что его враги едва ли догадываются о последствиях сделанного им шага, но сам он предвидел, какое зло принесет миру предстоящая битва, и не мог принять вызов соперника. Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит благо, а иначе он имеет полное право отказаться от них. Взвесив все за и против, Арджуна решил отказаться от участия в битве. You see how Arjuna is considering all the pros and cons before taking a decision. Мы видим, что Арджуна взвешивает все за и против, прежде чем принять решение. He was, as a Kshatriya, he was challenged to fight, and then he had to fight back. Он был кшатри, ему бросили вызов, и он не мог не ответить на этот вызов. But what is this excuse he is giving for not fighting? Но какое он оправдание приводит тому, чтобы не участвовать в битве? Ну, о том, что он знает последствия, которые они неблагоприятны, а Дурьодхана их не учитывает, не понимает. He says that he knows the consequences of that battle and takes them in consideration.
in contrast to Duryodhana's not understanding the consequences. Yes. And so he was saying, for example, so this reason, what is this excuse is, on the basis of compassion, that no, sinful reactions. Yeah, because sinful reactions, like the previous verse, he's saying that we'll get sinful reactions, so we should not fight. И здесь продолжается вот эта вот тема, он разные приводит аргументы, почему он не должен сражаться. И вот один из этих аргументов — это боязнь навлечь на себя грех. Эта тема в предыдущем стихе началась. И здесь он тоже говорит, что это будет тяжкое преступление. Мы не должны грех убийства родственников брать на себя. Actually, the same logic should have been applied when Yudhishthira was challenged was invited by Duryodhana for a this what do you call game of dice. На самом деле, та же самая логика была уместна в ситуации, когда Дурьодхану пригласили играть в кости. Because Yudhishthira could have thought that, okay, when a Kshatriya is invited for a game of dice, he should go for that. He cannot say no. But then, if the result is not going to be good, I don't want to take it. He could have decided. Юдхиштира рассуждал так: если кшатрию бросили вызов, пригласили играть в кости, он не может отказаться, но ему следовало дальше продолжить эту логическую цепочку. Если исход вот этой игры был бы неблагоприятен, то он имел полное право отказаться от нее. But here Arjuna is very intelligently thinking of so many reasons before taking a decision. Но тут Арджуна, мы видим, что он очень умный, и он приводит очень много аргументов в пользу отказа от сражения. Do we do that? Do we really very thoughtful, consider all the pros and cons before taking decisions? А мы с вами как? Мы тоже такие вдумчивые и взвешиваем все за и против, прежде чем принять какие-то решения? Even though it's from a material platform, but still, he is showing a lot of, in the mode of goodness, he's trying to consider so many things before, he's got a lot of reasons why he wants to do what he is saying he wants to do. Здесь Арджуна демонстрирует деятельность на уровне благости, он очень так вдумчив и приводит много аргументов в пользу того, чтобы что-то делать или не делать. And so we have to learn from here how we must be very much in the mode of goodness and consider so many things. Not just because in the mode of passion, what happens, we take decisions based on our emotions. Какой для нас в этом урок? Для нас урок таков, что нужно стремиться к гуне благости и все решения делать взвешенно, потому что в гуне страсти, в отличие от благости, решения принимаются импульсивно и без каких-то раздумий. But Arjuna, emotionally, of course, he would have wanted to fight the war because they are completely, the opposite side, Duryodhana's party was completely unreasonable. Конечно, с эмоциональной точки зрения Арджуна хотел вступить в эту битву, потому что его противники вели себя совершенно неадекватно. And yet, even against these people, instead of being emotional about it, he's trying to see the long-term effects. Но даже в ситуации, когда ему предстояло иметь дело совершенно неадекватными людьми, даже тут он старается взвешивать какие-то долгосрочные результаты своих действий. Okay. Any comments? Есть ли какие-то дополнения? Okay.
We'll go to the next verse. Kulakshaye pranashyanti kuladharma sanatana dharme nashte kulam kritsnam adharmo bivavati utha. 39 текст. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Комментарий. Система варнашрамы основана на религиозных принципах и традициях, которые помогают членам семьи надлежащим образом развиваться и, в конце концов, достичь духовного совершенства. Старшие в семье отвечают за совершение очистительных обрядов с рождения и до смерти каждого из ее членов. Но их гибель может привести к тому, что очистительные обряды перестанут совершаться, в результате чего у нового поколения рода разовьются греховные привычки, и потомки рода лишатся возможности обрести духовное спасение. По этой причине старших членов семьи ни в коем случае нельзя убивать. Okay. So what is this next excuse he is giving? What category of excuse is it? Вот это новый аргумент Арджуны к какой категории оправданий относится? What will happen if the elders in the family are killed? Что случится, если убить старших членов семьи? Ну, все забудут о исполнении долга, и, в общем-то, в ад пойдут все. Other family members will neglect their duties, and as a result, everybody will go to hell. Забудут законы религии. They will forget the principles of religion. Okay. And he's giving a lot of importance to the elderly people, right? Здесь подчеркивается особая роль старших членов семьи. Normally, in today's world, people give more importance to youth, and the elder members are considered not productive. В современном обществе, наоборот, в центре внимания молодые члены семьи, а старшее поколение считается таким непродуктивным. Right? In the modern world, if somebody stops earning, then they think they're now useless. Потому что в современном мире человек, который уже не зарабатывает деньги, считается бесполезным. But we see the elder members are the ones who are preserving traditions and values. Но здесь говорится, что именно старшие члены семьи — это те, кто хранят традиции и семейные ценности. Of course, it is it was so in the Vedic times, elder members were very religious. По крайней мере, так было в ведические времена, когда старшие члены семьи были религиозными. Okay. So it says, for no purpose should the elder members of the family be killed. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, по этой причине старших членов семьи ни в коем случае нельзя убивать. So elder members have to be respected. Старших членов семьи нужно уважать. Because when we are young, we are seeing the world through a different viewpoint. Когда мы Which молоды, gives us maximum pleasure. мы смотрим на жизнь особым образом, мы видим лишь то, что может нам самим приносить удовольствие. We want to take decisions based on what will give us pleasure immediately. Все наши решения мы принимаем на основе того, что прямо сейчас позволит нам наслаждаться. And the elderly people, because of their experience, will think about the future also. Но старшие члены семьи, имея жизненный опыт, думают также и о будущем. So that's why
this, and he is giving this a very valid excuse that all the elders will be killed and then society will go into chaos. И вот этот аргумент, который приводит Арджуна, он на самом деле очень убедительный. Если старшие члены семьи будут уничтожены, то тогда в обществе воцарится хаос. Do we try to take advice from family, elders? А вы как советуетесь со старшими? For material things, at least. По крайней мере, в материальных вещах. Конечно, советуемся. У них больше опыта. Нас всегда окружают старшие и в любом возрасте. И есть когда мы советуемся со старшими, есть возможность избежать многих ошибок. Of course, we get advice from seniors. In any age, we have some senior members nearby, and we know that they are more experienced. And if we follow their advice, it helps us to avoid some troubles and mistakes. Okay. Я хочу сказать, что Россия вот здесь занимает особое положение. За 100 лет было уничтожено за 4 войнах, начиная с 1914 года, вот, просто все население, старшее мужское, оно уничтожалось. In Russia, we have a special situation in this regard because for the last 100 years, we had 4 big wars. And in those wars, all the senior population was almost completely killed. И только сильный дух народа, он позволяет, и остатки религиозности какой-то, оно позволяет, как-то выжить, скажем так, и двигаться дальше людям. And the nation survived only because of some remnants of religiosity and because of the powerful spirits of Russian people. У русских людей сильная тяга к духовности, и поэтому, как-то очень многие принимают сознание Кришны. Не то, что очень многие, но люди принимают сознание Кришны. Russians are very inclined to religion, and that's why we see that people are taking to Krishna consciousness here. Maybe not so many, but still people are joining. Есть сильная потребность в духовности. Because people have this need of spiritual life. That's right. Yeah. That's a very good example. But still, things could have been much better if the elders were not killed, right? Да, очень хороший пример, но все-таки было бы лучше, если бы эти старшие поколения не погибли. Maybe families would have been more stable. И семьи были бы более крепкими. Maybe the young men would not have taken to drinking so much. Может быть, не так пьянство бы распространилось у вас в стране. Right? Okay. But it is true, that's true. Russians have this inclination for spiritual life, and somehow, even though Varnashrama as it might have broken down, but something like, not exactly Varnashrama, but some religious principles, even though they were broken down, but still spiritual life has, again, bringing back, reviving. Могу подтвердить, что действительно у русских людей вот эта склонность к духовности чувствуется, и хотя, так сказать, варнашрама в кавычках была разрушена в России, конечно, не варнашрама, но какой-то духовный уклад, тем не менее, сейчас вот люди по-прежнему склонны к духовности и склонны принимать духовные знания. Do you see a lot of change already in Russia because of devotees? Вот интересно, с тех пор, как преданные появились в России, видите ли вы какие-то перемены в стране в связи с этим?
Я думаю, что да. Yes, certainly we see. Okay. We'll do one more verse. Давайте еще один стих прочитаем. Adharma bibhavat Krishna pradushyanti kulastriya srishu dushtasu varshneya jayate varna shankara. 40 стих. Когда в роду воцаряется безбожие у Кришна, женщины в нем развращаются. Развращение женщин у потомок Кришны приводит к появлению на свет нежелательного потомства. Комментарий. Благочестивое потомство является гарантией мира, процветания духовного благополучия в обществе. Общество Варнашрамы строилось на религиозных законах, поэтому в нем всегда преобладали благочестивые люди, что способствовало развитию духовной культуры в государстве и обществе. Благочестивые дети рождаются только у добродетельных женщин, хранящих верность своим мужьям. Женщины, как и дети, очень подвержены дурному влиянию, легко поддаются на обман. Поэтому и те, и другие должны находиться под опекой старших членов семьи. Если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не станет изменять мужу. По словам Чинаки Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны, и потому им нельзя доверять. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы они соблюдали семейные традиции и были постоянно заняты, совершая религиозные обряды. В этом случае их целомудрие и преданность приведут к рождению благочестивых детей, достойных членов общества Варнашрамы. Разрушение устоев общества Варнашрамы Дхармы приводит к тому, что женщины получают свободу действий и вступают в беспорядочную связь с мужчинами. В результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство. Безответственные мужчины тоже толкают женщин к грехопадению, и как следствие этого в государстве начинает преобладать нежелательное население, что в свою очередь приводит к войнам и эпидемиям. See the natural, what does he say will happen if there is a lot of irreligion in the family? Nobody follows religious principles, and what happens? Шрила Прабхупада говорит, что если в семьях люди не следуют религиозным законам, что тогда происходит? Появляется вот потом, которое, приводит к очень большим беспокойствам. Then comes unwanted progeny, and this creates a disturbance in society. Yes. Yeah, that's true. And here in Kali Yuga, by Chaitanya Mahaprabhu's mercy, more and more women are getting interested in Krishna consciousness, right? Но сейчас в Кали-югу, по милости Господа Чайтаньи, мы видим, что все больше и больше женщин проявляют интерес к сознанию Кришны. And in fact, they are trying to preserve the religious principles in families. И вот эти женщины стоят на страже семейных ценностей, религиозных ценностей в семьях. But this thing of adultery in society, that is the cause of all unwanted children. Измены в обществе приводят к появлению на свет нежелательного потомства. And so it will take some time, maybe 1 or 2 generations, to create that kind of society where we get only good children and everybody is very God conscious. Поэтому потребуется какое-то время, пройдет несколько поколений, прежде чем общество будет состоять из благочестивых и сознающих Бога людей. Okay, there is one question from the Bhakti Shastri. How should we treat women in general?
Вопрос к этому стиху. Как How should we нужно... look to Vaishnavis? There's a difference being made. How should we treat women in general and how should we look to Vaishnavis? Объясните, чем вайшнави отличаются от женщин мирского склада, упомянутых в данном стихе. Is there a difference? Есть ли какая-то разница между ними? В Вайшнаве прежде всего, она уже имеет знания о Кришне, о своем положении, вот, и поэтому она уже будет соответствующим образом действовать. Vaishnavi has got knowledge about Krishna and about her position, and she is acting according to that knowledge. So whatever Chanakya Pandit said is not for Vaishnavis, right? То есть то, что Чанакья Пандит здесь говорит про женщин, к Вайшнаве это не относится, правильно? Он говорит, что женщины в большинстве своем не слишком разумные, потому им нельзя доверять. Но опыт показывает, что да. Что да, в смысле, что нет, что не относится. Ну, да. Yes, what Chanakya Pandit says that women are not intelligent and not trustworthy in general, it cannot be applied to Vaishnavis. Yeah. Можно еще, допустим, спросить? And this also this freedom to mix freely has to, I mean, that's the main thing, which has come in Kali Yuga very much, and that, of course, through Krishna consciousness, we can make it come back to proper standards. И сейчас другое такое характерное явление Кали-юги — это беспорядочные связи, и здесь можно надеяться, что благодаря сознанию Кришны как-то это придет в норму. Шачитанай Прабhu has a question. Yeah. Шачитанай Прабhu. Да, я хотел спросить, то есть, может быть, одним из факторов, который положительно может повлиять, это то, что матаджи имеет возможность, благодаря преданным, которые дают им прибежище, допустим, духовным учителям, получить вот такую защиту, которая бы могла оградить их от какого-то неправильного понимания и так далее. Достойную защиту. Я, честно говоря, мысль не понял. Ну, правильно, то есть вопрос-то был, как бы, чем отличается Вайшнави от... Все, понял. So when speaking about the difference between a Vaishnavi and a Karmi woman, the difference is also is there because a Vaishnavi can take shelter of senior devotees and spiritual master and get spiritual understanding through that. Yes. So that is the spiritual, I mean, we follow in ISKCON is like substituting for Varnashrama. По сути, ISKCON сейчас он пытается заменить отсутствующую варнашраму. And the amazing thing is, because Chaitanya Mahaprabhu has made chanting available to everyone. See, earlier in the Vedic times, women were not doing any spiritual activity. И другая особенность этого века заключается в том, что по милости Господа Чайтаньи Махапрабху повторение чтения мантры стало доступно всем, включая женщин, потому что в предыдущие века и эпохи женщины особо духовной деятельностью никакой не занимались. And so women were expected to be very chaste and just serve their husbands. От них просто требовалось целомудрие и служение мужу. And the husband was expected to be very spiritual. А вот от мужа ожидалась уже высокая духовность. And simply by serving the husband, she got 50% of all the his spiritual credit. И жена, просто служа мужу, получала 50% от его духовных заслуг. So one reason why, because women only took care of taking care of the family and
the material needs of the family, Женщины material, social. в те времена просто заботились о материальных, социальных потребностях семьи, заботились о детях. So that is one reason why they were considered less intelligent also, because they were not educated in that. И это была одна из причин, почему они считались менее разумными, потому что они не получали никакого духовного образования. Their only self-control, because why are they considered less intelligent? Because they're not interested in spiritual values and only interested in material values, material things. Их называли не слишком разумными, потому что их не особо интересовали духовные какие-то ценности, больше их интересовали материальные ценности. But, so in the Varnashrama system, women were asked to do religious things at home, rituals which kept them busy, and to just follow, the husband. Варнашрама подразумевала, что женщина следует религиозным ритуалам у себя дома, она вот все время занята этим, и просто следует за мужем. But in Kali Yuga, because the Varnashrama has broken down, so whom will the women follow? Но в Кали-югу Варнашрамы уже нет, и получается, а за кем женщина будет следовать? And so Chaitanya Mahaprabhu has enabled everyone to chant Hare Krishna and advance in Krishna consciousness. Поэтому Господь Чайтанья всем позволил повторять Харе Кришна и таким образом духовно развиваться. And so it's very important that the husband is also a devotee, then the wife can follow him. Поэтому очень важно, чтобы муж был предан, тогда жена может следовать за ним. And if we can do this, then we'll have a very superior kind of Varnashrama established. И если вот такие семьи у нас будут, где и муж, и жена преданные, то тогда у нас получится очень такая продвинутая версия Варнашрамы. А можно в связи с этим вопрос задать? Question regarding to this. Mm-hmm. А что если у нас матаджи, допустим, часто бывает, они берут на себя именно такую функцию жены, которая идет за мужем, но при этом муж, допустим, пока не стал совершенным, так вайшнавом, может, даже где-то в каких-то вопросах деградирует и так далее. То есть, но они настойчиво прям говорят, что нет, я вот буду ведической матаджи. We see now that Vaishnavis, some or many Vaishnavis are trying to take this Vedic position of a Vedic wife who is following her husband. Sometimes their devotee husbands are not advanced. Sometimes they are even degrading. But still those Matajas insist that they should just follow their husbands. So this is our situation now. Они даже не хотят брать на себя какие-то обязательства. Может быть, это как бы внешняя просто причина отказа, просто следовать духовной практике, супругов читать больше, чем муж там. Sometimes they do not want to take some spiritual obligations. For example, they do not want to chant more rounds than their husband is chanting, not to be superior. Maybe this is just an excuse to not taking seriously spiritual practice. Or yes, it could be an excuse, and it could also be that they have misunderstood what is following the husband. Это может быть и какое-то оправдание, и это может быть также результатом непонимания того, что означает следовать за мужем. А как Following. So what is the proper understanding then? Because they should not think that I should not advance more than my husband in spiritual life. То есть это неправильная концепция, что жена не должна быть более продвинутой, чем муж. Okay, he is only chanting 8 rounds. I should not chant more than 8. То есть он повторяет 8 кругов, и я не должна больше 8 повторять. Это неправильно. But rather, both have to help one another. Sometimes maybe the wife is more advanced, then she should
also help the husband, not by forcing him, but the method is different. It's more difficult for a wife to encourage the husband to progress. Смысл семьи в том, что муж и жена помогают друг другу в духовной жизни, и бывают ситуации, когда жена более продвинута, чем муж, она больше джапы, например, читает. Она должна помогать мужу, только единственное, там метод другой, то есть она не должна как-то давить на него, это по-другому делается. But they should understand that spiritual life is a partnership, and sometimes the husband will be ahead, and then he may pull the wife in Krishna consciousness, and sometimes the wife may be ahead in the same marriage. Sometimes the wife may be ahead, and she should help the husband to progress. Так или иначе, у женщин должно быть понимание, что духовная жизнь в семье – это своего рода партнерство. Иногда муж выходит вперед и тянет за свою жену. Иногда в той же самой семье жена вырывается вперед и мужа подтягивает за собой. So if it is done in the mood of service, then there won't be any problems. Если это делается в духе служения, то проблем никаких не будет. And there shouldn't, normally there is some ego involved because the husband doesn't want to be guided by a wife. Как правило, здесь фактор эго, конечно, присутствует, потому что никакому мужу не понравится, когда его жена за собой ведет. And so the wife has to be very careful in how she, inspires. Поэтому жена должна очень быть осмотрительной в том, как она вдохновляет мужа в духовной жизни. А правильно ли будет тогда ее, наверное, как-то, думать в первую очередь, чтобы муж как-то вдохновлять его, например, какого-то наставника? Should she then inspire her husband to take guidance from some senior Vaishnava? Yes, of course. Да, конечно. But sometimes even that he may not be ready to take. Но иногда даже на это муж может оказаться не способен. Then it will become difficult for her. И тогда вот она будет в тяжелом положении находиться. Ей придется скрывать, видимо, свою духовную жизнь. So then she should hide her spiritual life or what? No. I mean, spiritual life should never be compromised. Нет, в отношении духовной жизни, конечно, ни на какие компромиссы идти не нужно. But she should not neglect her material duties. Она не должна пренебрегать своими материальными обязанностями. And she can, if her husband does not want to do as much as her or does not want to progress as much as her, that's okay. But she can continue. Не хочет делать все то, что жена делает, и не хочет прогрессировать с одной скоростью с ней. Ну, не хочет, но она сама должна продолжать. But she must not neglect her material duties. Но при этом не должна пренебрегать своими материальными обязанностями. Thank you very much. Okay. So. У меня вопрос. Према Падмини, что вы можете порекомендовать, если матаджи в сознании Кришны, ведущие групп, занимаются преданным служением, а мужья, совсем не преданные. И женщина уже говорит о том, что она очень сильно страдает от того, что ей хочется, чтобы все-таки муж в духовной жизни вел ее как-то вперед. Как быть в этой ситуации? Терпеть, действовать? То есть муж совсем не предан, да? Я правильно понял? Да, совсем не преданный. И женщина, какое-то количество лет пробовала разные методы. И сейчас она уже, прям страдает. Говорит, я хочу, чтобы муж был. Он для нее идеал во всем. А вот здесь, никак. What advice could you give to Vaishnavi who is very active in devotional service? He is a group leader and her husband is a non-devotee, and for years she was trying different methods to inspire him without any result. And this Vaishnavi, she is
feeling a need that her husband would guide her in spiritual life, and this is not the fact, and she's suffering a lot because of that. Yes. Somehow, if she can take the help of some Vaishnava, to come to their house and make friends with her husband. Можно попробовать пригласить какого-нибудь вайшнава, чтобы он пришел к ним в гости и познакомился с ее мужем. And just through friendship and some services which he likes to do, gradually, because if you openly tell them to do, they don't like, he may not like to do it. И потихонечку через дружбу, через какое-то служение, которое муж может захотеть совершить, что-то может получиться. Потому что если прямо его призывать принять духовную практику, то, скорее всего, ему это не понравится. So we have to be very tricky in how to slowly get them, take the mercy. То здесь надо быть очень хитрым и продуманным, как потихонечку помочь человеку получить милость Господа. But normally, even eating prasadam is doing this job. If we really cook with sincerity and offer it to Krishna, and by eating prasadam, also she will find that he is slowly changing. Но обычно хватает даже прасада, если это Матаджи с искренностью, большой любовью готовит для Кришны и потом кормит этим прасадом мужа, то, как правило, даже просто через прасад человек начинает меняться. And then playing the Hare Krishna tunes at home. Там дома можно включать вайшнавскую музыку. The thing what happens is people are impatient to stop all their bad sinful activities first. Тут в чем особенность? Люди, у них возникает сильное желание как можно скорее остановить всю греховную деятельность. They'll be telling them now, you stop drinking, stop smoking, stop eating non-veg, drinking. Женщины говорят таким мужьям: давай бросай пить, давай бросай курить, бросай есть мясо. То есть они такие нетерпеливые. And so then, he doesn't want Krishna consciousness. И в итоге муж, он, получается, не очень расположен к сознанию Кришны. But if we make Krishna consciousness attractive, but first, the most important thing is to accept Chaitanya Mahaprabhu, to accept Hare Krishna, love, like Hare Krishna Sankirtan, like eating prasadam. Но идея в том, чтобы сделать сознание Кришны очень привлекательным для человека, то есть чтобы он знал о Господе Чайтанье Махапрабху, привлекся им, чтобы ему нравился киртан, чтобы ему нравился прасад. And our very nice behavior. И нравилось наше вайшнавское поведение. Then they will be attracted by all these positive things. И все вот эти положительные вещи, они на самом деле очень привлекают людей. And later they will automatically give up all their bad habits. И потом они уже сами собой откажутся от своих дурных привычек. But somehow devotees become very impatient about these bad, sinful activities. They feel, so much bad karma, and they're very disturbed, and they want to stop that first. Ну, преданные обычно, у них есть такое качество, они очень нетерпеливы, им хочется, чтобы поскорее вся эта греховная деятельность остановилась у них дома, и вот они где-то перегибают палку. That may also be a reason why he is not interested. Ну, кстати, это тоже может быть одной из причин, почему муж вот этой Матаджи не очень проявляет интерес к сознанию Кришны. Is it so? Или не так, какая там вот ситуация? Ну, она на самом деле очень тактичная, терпеливая, хитрая, талантливая в этом плане. Видимо, не время еще. She's very smart, very tactful in this regard, very patient. Maybe the time has not come yet. Okay. Ну, хитрая по-хорошему, я имею в виду, мудрая. Smart in the good sense of the word, she's a wise woman. Mm-hmm. But then she should not lose faith and keep praying, and definitely Krishna will help. Тогда ей не нужно терять веру, нужно продолжать молиться, и, несомненно, Кришна поможет ей. Спасибо. Because we should also remember that by giving us a difficult situation,
Krishna is also purifying us. Надо помнить, что и через эти тяжелые ситуации тоже Кришна нас очищает. And when we agree to be purified, then Krishna will change the И things. когда situation. мы принимаем это очищение, тогда Кришна может изменить ситуацию. Хорошо, спасибо. Thank you. Krishna. Shall we stop now? I think yes, we are running out of time actually. Yeah, okay. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Chaitanya, Shri Bhagavad Gita ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Nantakoti Vaishnavrind ki jai. Спасибо большое. Hare Krishna. Према Падмини Матаджи, а можно один вопрос потом задать? What? Sachitanya Prabhu has a question. Mm-hmm. У нас вопрос есть как раз касательно этой ситуации. Просто Матаджи, там, семейная пара, они там на грани развода. We have a couple who are on the who are close to divorce. Идут в группу и довольно, в принципе, успешные проповедники, но вот отношения они не очень складываются. Единственное, что в ятре они даже, хотят как-то пытаться вопрос решить, потому что здесь те вопросы, которые между ними возникают, они довольно... They are group leaders and they are both successful as preachers, but they have problems between themselves and they are not inclined to take some help from yatra from outside. Я обращался просто, с просьбой как-то, попробовать их проконсультировать, разных преданных, в принципе, но они говорят, что вопрос очень сложный и как-то поможет. I was asking various senior devotees to consult them, and all of them said that their situation is quite difficult. С одной стороны, как бы Матаджи, вот она в этой ситуации еще больше предаваться стала, так, больше внимания стала уделять Бхактивикше. On the one hand, due to those difficulties, Mataji started to surrender more and is paying more attention to her Bhakti Vriksha. Видев, что все-таки прибежище именно в духовной практике. So she is getting that refuge in spiritual life. Но тем не менее, как бы, я не знаю, хотел спросить у вас, может ли попробовать вашей помощью, может быть, как-то этот вопрос решить? Потому что, is it possible to ask your help in this regard? То есть, чтобы она проконсультировала их, да? Есть ли возможность такая, может быть? If it's possible that you can give them consultation. Yes, I'm ready to. On Zoom? В Zoom, да, вы имеете в виду? Yes, Skype, Zoom. Да, я готова. Okay. Спасибо. Yes, we can. You fix up some time and then we can talk. Да, просто дату и время надо выбрать, и можно поговорить с ними. Thank you very much. Это очень большая надежда, что у нас разовьется, видимо, Бхакти-Рикша и такая система поддержки. This give me great hope, this support, and if we develop this support system within Bhakti Vriksha, this would be a very great achievement. В Казани очень сильно, как бы, есть претензии старших преданных because in Kazan we are always being accused by senior devotees that we do not have this support system within Bhakti Vriksha. Причем эти семья, они занимаются, причем именно поддержкой матадж, то есть женские программы проводят, мужские программы проводят. And this family whom I mentioned, they are actually conducting ladies program and men's program. They are giving lots of support to other devotees, and they themselves need support. Sometimes, yeah, it just requires a third person.